Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке мы с вами свяжем кошелек, либо монетницу, либо брелок. То есть у меня вот такой фермуар, размер его 5 сантиметров. Заказывала я на AliExpress. Кстати, на Валберис, я думаю, тоже можно будет найти. У меня остаток крученой рафии. Я из этой рафии вязала сумочку шопер. Ссылочку оставлю в описании под данным роликом. Эта сумочка, видео по вязанию такой сумочки у меня на втором моем канале. Итак, что нам еще понадобится? Понадобятся нам бусины. У меня вот такие, такого красивого цвета. Вот такие вот голубые. Количество бусин это зависит от того, как вы будете оформлять. Я вам покажу, как можно сделать, как вариант, а вы уже сами решите. Так, еще маркер. Основной крючок у меня это 3, и дополнительный крючок это у меня 1. Можно взять 1,5, чтобы продевать бусины. И плюс, когда мы будем пришивать нашу сумочку к фермуару, нам еще понадобится иголка, и я пришиваю леской. Вы, в принципе, можете пришить ниточкой в цвет. Но я вам покажу, как это делается. Итак, приступаем. Итак, нам изначально надо будет связать круг. Круг должен быть размером вот такого размера, чтобы он помещался в наш этот фермуар. Фермуар, он такой немного овальный, но мы свяжем круг, и просто чтобы он сюда помещался. Смотрите, делаем кольцо и провязываем в кольцо. Так, провязали первый столбик. Его не считаем, кроме него провязываем еще сюда 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стягиваем наше кольцо, то есть у нас идеальный круг будет состоять из 8 столбиков, да, и каждый ряд тоже у нас будет увеличиваться на 8. Далее, по правилу идеального круга, в следующем ряду у нас должно быть получиться 16 столбиков. Вяжем по спирали, не закрывая каждый ряд. То есть сразу под первую косичку мы провязываем 2 столбика без накида. То есть в следующий раз у нас должен быть 16 столбиков. Удваиваем в 2 раза. Под косичку провязываем 2 столбика без накида. Ставим маркер в начале ряда. Вот первая петелька, чтобы не запутаться в подсчетах. Всего мы круг провяжем 4 ряда. Так, вяжем сейчас с вами второй. Под каждую косичку провязываем 2 столбика. 1, 2, 3. Такую рафию, кстати, можно заказать на Валберис. Я забыла об этом сказать. Ссылку на артикул я оставлю в описании под данным роликом. Кстати, хорошая рафия, распускается хорошо. То есть для крученой, из некоторой крученой рафии сложно вязать, но это, в принципе, вяжется хорошо. И вы знаете, и сумку я ношу все лето, мне очень нравится. Поэтому я заказала себе еще 3 ролика. Вяжу вторую сумку для своей тети. Потом вам тоже оставлю здесь ссылочку. Посмотрите на втором моем канале. Так, смотрите, мы провязали второй ряд. У нас получилось 16 столбиков без накида. Следующий ряд мы тоже должны увеличить на 8 столбиков без накида. Но теперь расстояние между прибавками у нас будет 1 столбик. То есть в третьем ряду у нас уже должно быть 24 столбика без накида. Под первую косичку провязываем мы одиночный столбик.
Под следующую делаем прибавку. И так чередуем до конца ряда. Так, вот здесь был одиночный. Здесь мы делаем прибавку. Чередуем одиночный, прибавка, одиночный, прибавка и так далее. Вяжем до конца ряда, чередуя одиночный столбик с прибавкой. Всего должно получиться в третьем ряду 24 столбика без накида. Итак, мы провязали третий ряд, у нас получилось 24 столбика без накида. По правилу идеального круга следующий ряд мы тоже увеличиваем на 8 столбиков. Итого у нас должно будет получиться 32 столбика без накида. И расстояние между прибавками у нас уже 2 одиночных столбика. Прибавки я делаю вот где у меня был одиночный столбик. Мы сейчас делаем прибавку, а там, где была прибавка, провяжем 2 одиночных. Так, маркер поставим в начале ряда, чтобы не запутаться. Вот мы провязываем 2 одиночных. Далее снова мы чередуем. Там, где одиночный столбик в предыдущем ряду, мы делаем прибавку. И далее 2 одиночных. 1 и 1. И так далее до конца ряда мы провязываем 4-й ряд. В конце у нас должно получиться 32 столбика без накида. Итак, я связала 4 ряда, это 32 столбика без накида, да, вязала по спирали. Как узнать, что донышко нам уже подходит? Вы просто примеряете ваше донышко к вашему фермуару. Смотрите. Вот у меня фермуар как раз идеально ложится в мое донышко. Да, несмотря на то, что оно овальное. То есть мне вполне достаточно будет этого размера. Если бы у меня был фермуар намного больше размером и овальный, да, мы бы тогда не вязали идеальный круг, мы бы с вами связали овал. Если бы было фермуар у меня тоже большего размера, в принципе, есть такие фермуары, которые, они такие прямоугольные, мы бы тогда вязали прямоугольник. То есть, как узнать, какой нужен размер, вы просто смотрите, ну, сначала, что это овал, круг, квадрат, там, прямоугольник, и тогда вяжете необходимое, что там прямоугольник, либо круг, либо овал, и измеряете к вашему фермуару. Вот у меня данный размер, он, ну, вполне подходит. Нам этого вполне достаточно. И теперь, так как мы будем при вязании ввязывать бусины, смотрите, количество... Я буду их ввязывать не в каждую петельку. Я далее продолжу вязать столбиками с накидом. И просто буду чередовать бусины. Вот 32 столбика без накида хорошо делится на 4. То есть у меня раппорт будет состоять из 4 столбиков с одним накидом. Снимаем наш маркер. Он нам уже не нужен. Сгладим наш круг, мы просто в следующую петельку провяжем соединительную петлю, вытягиваем нашу петлю и начинаем мы уже вязать стенки нашего кошелька. Так, первую петельку вы провязываете либо 3 воздушные петли, либо делаете так, как я, вот таким вот образом. Мы провяжем первый столбик. Просто если провязывать так, то столбики у нас будут одинаковыми, не видно будет перехода на новый ряд. Но если у вас не получается, вы можете провязывать просто 3 воздушные петли. Далее провязываем второй столбик, третий столбик. Раппорт для узора, я уже говорила, у нас состоит из 4 столбиков. Итак, провязав 3 столбика, 4-й мы провязываем с бусиной. Берем крючок меньшего размера, я уже говорила, я беру единичку. Вы берете в зависимости от того, какая у вас бусина, делаете накид, одеваем нашу бусину и провязываем столбик. Смотрите, как захватили нить
и вот эту петельку мы провязываем через бусину. Когда у нас уже 3 петли на крючке, мы их провязываем вместе. Все. Далее снова крючок меняем на тройку, провязываем следующее. Раз, два, три. Снова четвертое, делаем накид, берем бусину и провязываем четвертый столбик. Вот эту петельку пропускаем через бусину, 3 петли на крючке, провязали их вместе. В принципе, провязывается очень легко. И таким образом двигаемся, то есть провязываем весь этот ряд 32 столбика, да, каждый четвертый столбик мы провязываем с бусиной. Это мы уже вяжем стенки нашей сумочки или кошелька, или монетницы. То есть вы по такому же принципу можете связать большую сумочку, клатч на фермуаре, да, монетницу, что угодно. Берем снова крючок поменьше, делаем накид. Продеваем нашу рафию через бусину и провязываем. Все, вяжем первый ряд стенок нашей монетницы. Каждый четвертый столбик мы одеваем на него бусину. Итак, провязали первый ряд. Итого в первом ряду у меня получилось 8 бусинок. Да, смотрите, как закрываем ряд и переходим на новый. Если вы также провязывали, как и я, первый столбик, как я вам показала, соединительной петлей вытягиваем снова длинную петельку, и точно так же мы ее заворачиваем и провязываем вот таким вот образом. Либо просто вяжите 3 воздушные петли. Здесь же будем чередовать бусины в шахматном порядке. То есть, смотрите, один провязали, теперь вот здесь у нас посерединке будут находиться бусины. Берем тоненький наш крючок, делаем накид и берем новую бусинку и провязываем точно так же, как я вам и показывала. Далее мы снова провязываем наш раппорт, то есть 3 столбика обычных и четвертый с бусиной. Так, раз, два. Бусины у нас будут располагаться как бы в шахматном порядке над вот этой вот, над вот этим столбиком. 3 провязали, меняем крючок, делаем накид. И провязываем все вместе. Вот, смотрите, как красиво располагаются бусины. Снова провязываем. Два, три. И для провязывания четвертого столбика делаем накид, снова берем поменьше крючок, делаем накид и провязываем. Три петли на крючке, все вместе провязали. Далее снова меняем крючок и так далее. Вяжем второй ряд, свяжем еще третий ряд, где в третьем ряду мы будем его точно так же вязать, как первый ряд. Ну, то есть, чтобы у нас эти бусины снова были в шахматном порядке. И далее расскажу, что будем делать. Итак, закрываем третий ряд. На все про все нам понадобилось 21 бусина.
То есть, если вы вяжете, если у вас фермуар такого же размера, как у меня, то для такого маленького кошелечка, для такой монетницы вам понадобится 21 бусина. Да, воздушная петля и провязываем столбики без накида. 32 столбика без накида должно у нас получиться. Мы провязываем 2 таких ряда. То есть один раз провязали, это у нас 3 ряда связано с бусинами, и плюс 2 ряда у нас должно быть столбики без накида. Итак, провязали один ряд, столбики без накида, переходим, провязываем еще один ряд, соединительная петля, воздушная петля, сюда же столбик без накида и так далее. Вот этот наш последний ряд будет. Я покажу, как закрыть ряд, обрежем рафию и далее покажу, как вот этот мешочек присоединить к фермуару. Итак, провязали сверху 2 ряда столбиками без накида. Итого у нас получается 5 рядов. Далее у нас идет соединительная петля. Все закрепили и обрезаем нашу рафию. Все, вытянули, хвостики заправили. На следующем этапе покажу, как пришить к фермуару. Итак, у меня готова вот такая деталька. Смотрите, как бусины переливаются на солнышке. Сейчас скажу вам размеры. Итак, диаметр донышка у меня получается 5,5 сантиметров. Ну, где-то тут 5,3. Вот так вот, скажем так, 5,5. Высота 5. И теперь, что мне понадобится? Теперь мы берем 2 маркера, просто чтобы зафиксировать, где у нас, допустим, здесь, в принципе, в любом месте можно взять уголки этой сумочки, да, просто чтобы маркерами зафиксировать вот такое ровненькое положение. Вот здесь мы в уголках фиксируем маркером с одной и с другой стороны, чтобы как бы удобнее было нам сшивать. И все. И я сшивать буду леской. Все. И теперь вот эту часть вот таким вот образом сюда красиво можно помогать себе крючком, потому что она хорошо сюда, в принципе, заходит. Вот, помогаем себе крючком, запасаемся. Я буду пришивать леской, а вы смотрите, просто можно ниточкой в цвет нашей крученой рафии. Вот таким образом, пододвигая рафию сюда. И вторую часть тоже можно сюда так вот красивенько задвинуть, но в принципе при сшивании мы сейчас будем ее пододвигать так, чтобы у вас все равномерно распределилось. Вот у меня, видите, вот при сшивании сейчас буду все красивее пододвигать, и будет вот такая красота. Итак, у меня вот такая вот иголочка, да, и леска. В принципе, иголочка может быть просто прямой. Мне такой удобнее пришивать. И я пришиваю леской, вот начиная с уголочка. Оставляю здесь хвостик, чтобы потом, когда пройду круг, просто этим хвостиком красиво там сделать соединение. Все, и просто стежками. Главное, чтобы у вас ваша рафия сюда хорошо зашла внутрь, крючком поправите, просто делаю стежки. Почему леской? Потому что я не люблю, когда на этих фермуарчиках видны ниточки. Вот мне леской красиво, чтобы был цельный фермуар и никакой другой ниточки не было видно. Вот я сшиваю просто такими стежками. Далее, я думаю, нет смысла показывать. Я могу просто показать, когда я уже все пришью. Просто сделаю последний узелочек.
потому что леска и так все равно не особо видна. Вот, просто стежками по всему периметру. Итак, смотрите, прошлась просто по кругу с обычными стежками. Вот почему я люблю леску. Да, видно, что я не люблю просто, когда здесь прошито обычными нитками. Мне это просто эстетически некрасиво. Когда леска, ну вот, какая красота получается. Здесь просто остатки мы завязываем на узелок, несколько узелков, хвостики прячем. Вот таким образом, несколько узелков, хвостики спрячу, они легко прячутся даже крючком. Так. Оп. Ну, просто очень-очень красиво. Если честно, я сама не ожидала такого результата. Красота. Сейчас покажу, что сюда можно ложить и денежку, и монетки. Очень красивый подарочек своим подругам. Вот такой вот милый такой брелочек, который можно легко подцепить, да, на свою сумочку. Можно прицепить к ключам. Такой вот, знаете, такой приятно, очень тактильно. Ну, красота. Так, смотрите, легко наполняется монетками. Белорусские монетки. Я из Беларуси. Смотрите. Еще и шелестит. Как приятно. Ну, как вам? Пишите в комментариях. Мне очень нравится. Очень красивый подарочек, дополнение к подарку. Легко открывается, закрывается. Наполнили монетками. По-моему, красота. И я вам рассказывала, да, как делать замеры. То есть вы по такому же принципу можете связать себе сумочку-клатч, да, любого размера. Фермуары бывают разных размеров. Они бывают и круглые, и квадратные, какие угодно. В принципе, можно связать фермуар, да, из рафии, украсить бусинами. Можно просто из шнурочка фермуар. Можно с бусинами, без бусин. Кто на что гораст, чья фантазия на что способна. Если вам полезен был видеоурок, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.